Течение отношений. Обычно либо вы, либо ваша фирма в конечном итоге производит то, что потребляется другими людьми. Как побудить людей захотеть покупать именно эту продукцию? Если вам кажется, что они будут покупать только потому, что она просто великолепна, то это заблуждение. Типичной ошибкой будет позиция внутреннего намерения. Мы создаем шедевры, поэтому люди непременно будут их покупать. Позиция внутреннего намерения делает тройную ошибку. Во-первых, фраза «мы создаем шедевры» подчеркивает внутреннюю важность. Вы считаете свое творение совершенным, значит это для вас важно. А коли так, не получится оценивать его объективно. Ведь вы неравнодушны к нему. Во-вторых, внутреннее намерение направлено на то, чтобы продать ваше творение людям. Они не захотят его покупать, потому что с их точки зрения это вовсе не шедевр, и чье-то намерение продать их совсем не интересует. И, наконец, самая главная ошибка в том, что внутреннее намерение сосредоточено на самой продукции, а не на потребностях покупателей. Узкая направленность внутреннего намерения приведет к тому, что вы создадите совершенный продукт, который окажется никому не нужным. Так очень часто случается. Позиция внешнего намерения состоит в том, чтобы определить, чего хотят люди, чего им не хватает, в чем они нуждаются, что ими движет, что их интересует. Внешнее намерение направлено по течению вариантов. Занимаясь производством шедевра, взятого с потолка собственным разумом, вы пытаетесь двигаться против течения. Разум всегда склонен идеализировать свои способности. Он целиком и полностью увлекается процессом творения, не видя ничего вокруг. Разум норовит все подчинить своему контролю. Но покупательский спрос с трудом подчиняется управлению и всегда движется по течению в своем русле. Чтобы как-то направлять течение спроса, требуются большие средства на рекламу, но и это не всегда срабатывает. Разум не в состоянии предсказать тенденции спроса. Да и не нужно. Все, что вам нужно, это идти в ногу с течением и подмечать малейшие изменения в его направлении. Нет необходимости изобретать предмет спроса. Почти все изобретения, которые опережают свое время, не находят применения. Это не значит, что не следует вообще создавать принципиально новое. Речь о том, что если вы рассчитываете получить доход от сотворенного вами шедевра, который опережает течение вариантов, тогда ваша ставка будет, скорее всего, проиграна. Конечно, если находка действительно гениальна, она может взорвать рынок. Но такое бывает редко. Гарантированный успех ожидает только предприятие, направленное на удовлетворение текущего спроса. Вот теперь вернемся снова к поставленному вопросу. Как побудить людей захотеть покупать вашу продукцию? Ответ будет такой – никак. Сделать это, если не невозможно, то очень трудно. Внутренним намерением вы будете стремиться навязать свой товар. Внешнее намерение, двигаясь по течению, стремится определить, чего люди хотят и чем они пресытились. Спрос определяется течением вариантов. Течение вариантов уже содержит в себе все ответы, и только оно может дать гарантию успеха. Недаром многие фундаментальные открытия или изобретения делаются почти одновременно и независимо несколькими людьми. В этом проявляется феномен движения материальной реализации в пространстве вариантов. То, что должно произойти, случается в свое время. Леонардо да Винчи предвосхитил многие изобретения, которые только сейчас воплотились в материальной реализации. Казалось бы, все это и так очевидно. Однако разум постоянно забывается и стремится вырваться из потока и подчинить течение своему контролю. Я уже говорил, что течение вариантов – это роскошный подарок для разума. Нужно постоянно об этом помнить и пользоваться такой удачей. Тогда множество проблем и препятствий пройдут стороной. Значительная часть проблем в отношениях людей является следствием борьбы разума с течением вариантов. Критика – это одно из проявлений такой борьбы. Критика является прямым порождением внутреннего намерения. Поощрение и ставка на положительные качества человека относятся к внешнему намерению. Критиковать человека – это то же самое, что бороться с окружающим миром. Никаких дивидендов это не принесет, если не считать дивидендом стремление излить свою желчь
и досадить противнику. Поощрение, напротив, является движущей силой по отношению к людям. Обвиняя и критикуя человека, вы пытаетесь воздействовать на него своим внутренним намерением. Подчеркивая его достоинство, несмотря ни на что, вы ничего не теряете, но позволяете ситуации развиться в собственную пользу. Не обвиняйте других ни в чем. Многие люди склонны укорять себя сами и носить в себе чувство вины. Но никто не расположен терпеть упреки в свой адрес со стороны других. Человек, осуждая себя, может дойти даже до садомазохизма. Однако обвинения со стороны других всегда воспринимаются болезненно. Человек будет испытывать обиду в любом случае, даже если он не прав и обвинение справедливо. Ну а вам-то какой от этого прок? Вылить свою желчь? Но ведь вы тем самым создаете избыточный потенциал и сами же от этого пострадаете. Если главная цель убедить человека в его неправоте, вы этого опять же не добьетесь. Выслушивая ваши обвинения, он едва ли целиком признает, что не прав, даже если на словах согласится. Пытаясь обвинением самоутвердиться за чужой счет или установить власть, вы можете добиться результатов. Но в таком случае станете манипулятором. Если перед вами не стоит ни одна из этих целей, откажитесь от критики и обвинений. Осуждая и критикуя людей, вы лупите руками по воде и пытаетесь плыть против течения. Махните рукой на чужие недостатки и думайте только о достоинствах. Это есть движение по течению, и оно принесет неоценимую выгоду. Если ваш смотритель не спит, он всегда поможет найти объяснение, почему человек, которого вы собираетесь осудить, поступает именно так. Смотритель, являясь вашим внутренним наблюдателем, не позволит с головой уйти в игру и затеять спор или ссору. Посмотрите на игру со стороны как зритель, вспомните, что критика не принесет ничего, кроме вреда, и двигайтесь по течению. Обвинения и критика не могут играть позитивную роль, поскольку выбивают человека из колеи, из течения, по которому он двигался. Течение вело его к определенной цели. Ведь все люди руководствуются своими побуждениями и устремлениями. Поощряя человека, несмотря ни на что, вы направляете его в выгодное для себя русло, не сбивая с течения и не противореча его устремлениям. Таким образом, ваши и его желания становятся параллельными. Ничьи права не ущемляются, ничье самолюбие не страдает, а интересы становятся общими. А вам нравится критика в свой адрес? Вы либо не терпите эту критику, либо пытаетесь себя убедить в том, что она справедлива. И в том и в другом случае вы не принимаете критику, если, конечно, не развили в себе комплекс вины. Критика может подстегнуть, заставить действовать так, как надо. Однако заставить можно только разум. Душу заставить невозможно. Она всегда либо делает то, что хочет, либо мешает разуму делать то, что положено. Критика делает душу врагом разума, а поощрение – союзником. Таким образом, поощрение является созидающей силой, а критика – разрушающей, деструктивной. Именно поэтому кадры для менеджмента предприятий набираются так, чтобы будущие руководители ориентировались не на критику плохой работы, что умеет делать любой головотяп, а были способны организовать атмосферу энтузиазма, при которой люди сами хотят работать хорошо. А когда так получается? Когда люди, делая общее дело, чувствуют свою личную значимость. Если хотите нажить себе врагов, спорьте и доказывайте свою правоту во что бы то ни стало. В главе течения вариантов мы уже обсуждали, насколько бессмысленно и вредно стремление доказать свою правоту любой ценой. Если спор имеет для вас принципиальное значение, когда ваши интересы действительно не позволяют уступить свою позицию, спорьте. В остальных случаях предоставьте право колотить руками по воде другим. Никаких дивидендов собственный выигрыш в полемике вам не принесет. А вот врага вполне можете заиметь. Если человек с уверенностью городит чушь, и вы даете ему это понять, он никогда с подобным не согласится. Или точнее, будь у него склонность к самобичеванию и обостренное чувство вины, он может согласиться. Но нужна ли победа над таким человеком? Если ваши интересы никак не пострадают, позвольте другим утверждать то, с чем не согласны.
Таким образом, вы не создаете избыточных потенциалов и не боретесь с течением. Спорящие люди обычно с головой погружены в игру. Они спят беспробудным сном. Чтобы не дать себя вовлечь в игру, необходимо проснуться и активизировать внутреннего смотрителя. Если в полемике участвует несколько человек, спуститесь в зрительный зал и понаблюдайте за игрой оттуда. Возьмите себе роль рассудительного зрителя и получите огромное преимущество. В то время как каждый участник пытается реализовать свое внутреннее намерение, доказывая свою точку зрения, вам придет в голову решение, которое не видит никто из спорщиков. Только не надо это решение всем навязывать. Главное предложить, а копья пусть ломают другие. Если вы победили в споре, считайте, что потерпели поражение. Даже если оппоненты формально признали вашу правоту, будьте уверены, в мыслях они найдут массу неформальных доводов в свою пользу. В любом случае проигравший в споре получает удар по своей значимости. А кто наносит этот удар? Тот, кто сумел настоять на своей точке зрения. Ведь вам бы не хотелось ударить этого человека по лицу, точно так же вы должны не хотеть нанести удар по чувству собственной значимости другого. Люди очень часто наносят такую обиду друг другу. Эта обида носит всегда скрытый характер, потому что переносится молча. Люди не любят открыто демонстрировать свое стремление утвердить значимость. Подразумевается, что значимость уже и так имеется, поэтому никто не желает показывать, что борется за свою значимость, хотя все делают это на каждом шагу. Если человек получил удар по своей значимости и промолчал, не думайте, что он нисколько не задет или смирился с ударом. Обида будет жить не в сознании, так в подсознании. Вы победили в споре, и вам кажется, что тем самым повысили свою значимость. Но вы это сделали за счет понижения значимости оппонента. Сами понимаете, скрытая обида, которая всегда при этом возникает, не несет ничего хорошего. К тому же побежденный оппонент ни за что не признает эту вашу значимость. Есть один великолепный способ настроить человека против себя, дать ему понять, насколько вы хороши по сравнению с ним. Не сотвори себе кумира и не сотвори себе врага — вот главный лозунг отношений по течению. Избегайте, как чумы, попыток задеть чувство значимости людей. Пусть это станет своеобразным табу. Тем самым вы избавите себя от массы проблем и неприятностей, причины которых не будут понятны из-за скрытой природы удара по чужой значимости. Чем занимается спорящий с вами человек? Защитой собственной значимости в той или иной форме. Пойдите ему навстречу. Согласитесь с тем, что он говорит. А согласившись, вы дадите ему то, чего он добивался. Теперь можете спокойно поговорить о вашей точке зрения. Не навязывать, не доказывать, а просто поговорить. В этом случае вы не только двигаетесь по течению, но и используете внешнее намерение. В итоге получите непревзойденный результат. Такого результата вы не добьетесь никакими прочими интеллектуальными ухищрениями. В самом начале беседы с человеком необходимо настроиться так, чтобы вы оба смотрели в одну сторону. Если первое, что ответит человек на вашу фразу, будет слово «нет», считайте, что дальше уговаривать его бесполезно. Он повернулся в другую сторону, и двигаться по течению вместе с партнером он не будет. Важно с самого начала сделать так, чтобы человек сказал «да». Никогда не начинайте беседу с острых углов. Начните с чего угодно, только бы собеседник с вами согласился. После этого можно плавно переводить разговор на спорные вопросы. Теперь появилось гораздо больше шансов, потому что вы по инерции двигаетесь по течению в одном направлении, и излучение ваших мыслей не входит в диссонанс с излучением мыслей партнера. Если вы где-то допустили промах и ожидаете справедливого обвинения, не готовьтесь к обороне. Просто признайте свою ошибку упреждающе. Тот, кто собирается обрушить на вас гнев правосудия, скорее всего сразу примет великодушную и снисходительную позицию. В таком случае нельзя сказать, что лучшая защита – это нападение. Получается, вы заранее согласились с линией оппонента и тем самым дали зеленый свет его внутреннему намерению. Своим упреждающим повиновением вы реализуете его внутреннее намерение поставить вас на место и заодно повысить свою значимость.
Но поскольку делаете это не вынужденно, а по своей воле, ваша значимость от этого никак не страдает. Таким образом вы убиваете двух зайцев, повышаете значимость оппонента, за что он будет благодарен, и не роняете свою. Защищая свои ошибки, вы гребете против течения и отдаете энергию маятникам. Желание во что бы то ни стало оправдаться вызвано повышенным уровнем внутренней важности. Сбросьте с себя этот непосильный груз, подарите себе право на ошибки и позвольте себе их делать. Не защищайте свои ошибки, а сознательно признавайте их. Вам сразу станет жить значительно легче. Я уже говорил, что замечания людей, которые вас раздражают, могут быть весьма полезны. Предложения других, которые вы по первому побуждению расположены встретить в штыки, в конечном итоге оказываются не лишенными смысла. Вас задевают замечания и предложения окружающих, если вы сами в чем-то завысили уровень внутренней важности. Отбросьте важность, перестаньте сопротивляться течению и признайте чужую правоту или хотя бы примите ее к сведению. Скажите этому человеку, что он действительно был прав, когда говорил то-то. Увидите результат. Можно было бы и не говорить ему, но все-таки сделайте это. Ведь вы ничего не теряете. Каждый ошибается, и дурак, и умный. Но в отличие от первого, умный признает свои ошибки. Так вот, признав вслух, что человек был тогда прав, вы сразу добьетесь его расположения. Люди живут в агрессивном мире маятников, где нужно ежеминутно отстаивать свои позиции и защищаться. А тут вы сами предлагаете человеку сделать это за него. На данный момент проблема защиты своих позиций по отношению к вам у этого человека решена. Он сразу же испытывает облегчение. Он вам благодарен за то, что помогли ему в схватке. Вы для него уже не потенциальный противник, а союзник. Вся эта ситуация мгновенно прокручивается в голове вашего партнера на подсознательном уровне. Вы мыслите точно так же, когда спите наяву. Но если практикуете осознанность, вам будет нетрудно и даже интересно взять на себя роль свидетеля чужой правоты. Когда кто-то оказался прав, другие промолчат, а вы вслух признаете правоту этого человека. Если для него данный момент имеет принципиальное значение, он будет вашим должником. В любом случае он будет благодарен, причем по большей части неосознанно. Представьте себе, в каких джунглях живут люди. Им требуется постоянно быть начеку, рассматривать всех в качестве потенциальных противников, даже если отношения внешне выглядят дружелюбными. Каждый заботится о себе и находится в постоянной готовности к обороне. Это вовсе не преувеличение, просто мы все давно привыкли к такому положению вещей. В такой среде вы станете настоящей находкой для людей, уставших от борьбы. Представляете, сколько союзников можно было бы приобрести? А требуется для этого всего ничего – сбросить свою важность и не полениться признать чужую правоту. Вы действуете осознанно, и в этом ваше преимущество. А люди спят, и они вам спасибо не скажут. Но если бы они могли проснуться и осознанно выразить свое отношение, то вы бы услышали: да, этот человек довольно-таки не глуп. Этот человек мне симпатичен. Я чувствую к нему расположение. Вслух вам это никто не скажет и даже про себя не скажет тоже. Однако если выразить подсознательное ощущение, то оно будет звучать именно так. Люди, озабоченные и отягощенные важностью, кроме нее, как правило, ничего не замечают. У вас есть огромное преимущество – осознанность, отсутствие важности и внимания к людям. Используйте это преимущество, и вы увидите золото там, где другие видят только камни.